Что будет, если оставить сотни игроков в банке на неделю? Это история пути аборигенов из каменного века до античной цивилизации, принявшей христианство. Новое небо и новую землю. Ничтожно маленький мир. Добраться из одного угла в другой занимало менее минуты. Новоприбывшие спавнились в пустыне, откуда рукой подать до мертвого холма, лесной опушки и джунглей с гостеприимными попугаями. Чего еще не хватает для райского сосуществования? Конечно же, изящных статуй. С их постройки началось все самое интересное. В чатах делили территории, планировали величественные постройки и захват мира, в то же время потихоньку лутаясь. Но вот объявился безумный пироман, вооруженный зажигалкой. В мгновение пятая часть деревьев была сожжена. И только дождь уберег остальные. В пустыне уже образовались небольшие отряды, которые направлялись в шахты, чтобы заявить о себе позже. Те, кого не взяли, обосновались у спавна. Они принимали в свои ряды любого, кто имел микрофон, а на остальных вымещали обиду. В итоге отшельники стали самым большим кланом в Кубе, численностью более 20 человек. Устраивали дискотеки и беззаботно веселились, не думая о будущем. Были, конечно, и те, кто смог от них скрыться. Один из них, Крести, уже скрафтил железную броню и готовился мстить за унижение. А вот уже кто-то занял мертвый холм и лесную опушку с целью построить замок на костях. Они уничтожали и грабили любого, кто посмел приблизиться. Тем временем шахтеры обзавелись алмазной броней. Не без помощи читов. С такими быстро разбирались. Особо выделился гном. Использовал весь набор читов. Создал несколько аккаунтов, чуть было не зашел в мой аккаунт с админкой и сумел выйти за границу Куба и оставить роспись. За читами был замечен и Расти Райдер. Однако, будучи пойманным, раскаялся и, дабы искупить вину, пообещал построить гигантский крест. Несмотря на количественное преимущество, единственным орудием отшельников по-прежнему был деревянный топор, который не спасал от лучников. Решено было грабить богатых. Нападали толпой и без проблем заполучали щиты и мечи. База разрасталась. Отшельники продемонстрировали силу и увеличили и без того немалое количество врагов. Разузнав о безумии, творящемся на поверхности, многие шахтеры решили пустить корни глубоко под землей, чтобы не рисковать добытым лутом. Базы строились, развивались и завоевывались. Но 6 вооруженных смельчаков все же вышли на поверхность с целью взобраться в небеса. Один строился, остальные сидели на шее и контролировали. В итоге шея подвела, и все свалились на землю. Лут подобрали отшельники, уже поджидавшие внизу. Со второй попытки все же получилось закрепиться в облаках. И, видимо, из-за недостатка кислорода у них появилась новая цель. Все, что находится ниже облаков, должно быть уничтожено. И ведь могло получиться. Вот уже пятая часть куба стала покрыта лавой, и через минуту она превратилась в первый лавокаст. Отшельники, заметив приближающийся апокалипсис, вознамерились разобраться с одуревшими лавокастерами и уже плыли по лифту с топорами, но наверху ждали недружелюбных гостей и перенаправляли их обратно. Строить лестницу не вариант. Замок на горе очень не вовремя объявил им войну. Обиженные отшельниками молчуны без микрофона постепенно тоже становились жителями гор. Вместе они использовали преимущество своего расположения, наносили ощутимый урон, а затем возвращались обратно на возвышенность, где без проблем отбивали атаки. Отшельникам было не справиться, не хватало энергичного лидера, который смог бы организовать грамотную оборону. Началась паника, база стала легкой мишенью для скоординированных атак со всех сторон, а лава, полившаяся с небес, поставила точку в противостоянии. Некогда могучий клан развалился. Кто-то примкнул к лавокастерам, кто-то к клану на горе, а кто-то так и остался беззаботным отшельником. Правда, с насиженного места пришлось съехать. Здесь стало слишком опасно. И вот случилось чудо. Лавокастеры объявили себя вершителями гармонии и благоденствия. Закроем глаза на уничтожение природы и на 4 великие стены. Всему есть объяснение. Стены необходимы, чтобы усложнить передвижение по кубу. С ними замедлится поток безумных анархистов со спавна, уничтожающих все на своем пути. Большая толпа на земле ждала возможности присоединиться к идиллии на небесах. Но избирательные главари допускали не каждого. Отвергнутые, как положено, шли к замку на горе, где тамошние обитатели продолжали паразитировать на слабых. Однако не стали трогать Расти Райдера, непримечательного путника с необычной способностью договариваться. Его приняли. Подвешенный язык притягивал последователей.
И вот он уже собирал ото всех булыжник для огромного креста, который обещал построить ранее. Хоть это и анархия, будьте добрее. Казалось, в мире нащупывался баланс. До тех пор, пока игроки не отправились спать. Утром от великих лавокастеров и замка на горе остались руины. Ночью на поверхность вылезли шахтеры, у которых получилось проапгрейдиться до алмазников. Под предводительством рассудительного Кьюван навели суеты и наслаждались чужими страданиями. Только Расти Райдеру удалось противостоять им. Лавокаст послужил великолепным укрытием для небольшой деревянной церквушки, где Расти сумел объединить разбитые кланы. Провозгласил себя величайшим и подарил последователям новую цель – служение Богу. Здесь каждый нашел себе занятие. Ослонявшихся без цели путников кормили и позволяли присоединиться к церкви. Доплывешь до бедрокового дна священного колодца, и ты принят. Алмазники их ненавидели и устраивали набеги, вынуждая церковь озаботиться защитой и поставить патрульных. Поводов для ненависти было много. Например, периодические крестовые походы на спавн вынуждали новичков присоединиться, не давая особого выбора – или бог, или смерть. Очевидно, при таком раскладе внутри организации нарастали страсти. И вот Кьювану удалось убить священника. Началась битва. Толпа разъяренных крестьян преследовала алмазников. В итоге получилось зажать и расправиться с другом Кьювана. Последовал незамедлительный ответ. У него получилось одолеть сразу троих и вернуть потерянные вещи. На 35-м часу жизни куб походил на помойку. Булыжник, раздробленная поверхность и аборигены, бесцельно сражающиеся на спавне. Но были десяток мини-баз, которым приходилось строиться на шифте, чтобы не привлекать внимание алмазников. Преданные богу трудоголики сражались отчаянно, но неумело. Повторяющиеся одно за другим поражения подрывали авторитет церкви. Расти Райдер не выдержал и исчез. Тогда беспощадные алмазники разрушили фермы, опустошили сундуки и сожгли постройки. Остались руины и пепел. Отличная база, но мне придется ее снести. Голые крестьяне не собирались сдаваться. Вооружившись каменными топорами, объявили охоту за головами и застали вооруженных до зубов алмазников врасплох. Те убежали на вершину мира, а охотники построили лестницу из земли. Правда, в небесах зажимать толпой было невозможно. Война привела к жестокому разделению куба. Алмазники владели небом и пещерами, а голые крестьяне хоть и завладели поверхностью, но без доступа в пещеры не могли развиваться. Разузнав об успехе последователей, Расти Райдер вернулся с решимостью восстановить порядок и стабильность в церковном обществе. Начался Ренессанс. Из стройматериалов исключили горящее дерево и отменили крестовые походы. Давайте голую вечеринку устроим. Йоу, это не по-христиански, мужик. Теперь они строили лучшее сообщество. Территория постепенно восстанавливалась, а крест увеличивался в размерах. Отстроили деревню, стэши, подземные фермы и огромную крышу, защищающую от лавокастеров. Разработали законы, направленные на поддержание порядка, и читали Библию в церкви. Получили нескончаемый поток новых последователей, не желавших жить в одиночестве. И только фантомы не давали насладиться бытием. И вот голый алмазник убивает самого Расти Райдера. В этом нет ничего страшного, ведь Господь вернул меня, как и обычно, впрочем. Событие вновь заставило задуматься о безопасности. Недоброжелателей у церкви по-прежнему хватало. Начались выборы на роль военного главнокомандующего. Все как положено. Пламенные речи, сладкие обещания и драки. Голоса оказались почти равными, и это вызвало волнение. Почему выбрали не меня? В чем я хуже? Нужно что-то делать. Крестьяне провели ночь под крестом, искренне молясь о том, чтобы дожить до утра. И у них получилось. Дома, правда, чуток покорежило, зато появилась ферма животных и магазин. Попытки проломить им крышу и залить лавокасты оказались безрезультатны. Попасть к крестьянам можно было только через главный вход или через один из многочисленных тоннелей, раскопанных алмазниками. Не всем нравилось читать Библию. Вот уже появилась группка, объявившая себя послами Аллаха, которая бедокурила на лавокастах. В целом, мир стал чуточку спокойней и зеленей. Забытая земляная лестница пригодилась, чтобы заселить лавокасты. У игроков получилось развиться и начать работу над собственными проектами.
Страдание дает понятие об удовольствии мучить другого. И вот открылся ад. Это подарило новые возможности. Зелья, лучшая броня и новый дом. Одни побоялись неизвестности, тогда как другие лутались, топили друг друга в лаве и строили портальные ловушки. Крестьяне, как и положено, в ад не спешили. Зато к ним в клан поспешил Палмикс. Один из главных алмазников раскаялся перед церковью. Устал разрушать, решил созидать. В ответ на предательство Кьюван пообещал во что бы то ни стало вновь уничтожить церковь. Долго ждать не пришлось. Церковь прогнила изнутри. Мятежники захватили подземную ферму с узким входом, уничтожили запасы еды. А затем осадили церковь. Расти Райдер вновь скрылся. Он хороший оратор, но не лидер. Церковь снова пала. В этот раз навсегда. Раскол церкви породил волну недоверия. Час назад воодушевленные христиане плечом к плечу создавали великое, а сейчас боятся приблизиться друг к другу. И не просто так. За ними велась непрерывная охота. Приходилось прятаться от алмазников в пещерах. Подземная часть куба превратилась в бесконечные катакомбы. Можно было часами блуждать по узким, извилистым тоннелям и не подозревать, что окажется за углом. Тем временем Кьюван построил ловушку на спавне из 4 лавокастов. Новичкам приходилось ломать булыжник руками. Сумел отомстить за предательство и испортить всем жизнь. Алтарь размышлений. Разочаровавшиеся в боге увлеклись странным занятием – ямой. Несколько игроков начали раскопки в тишине, позже подключились весельчаки. 8 часов подряд копали чанг. Чанг, сплотивший общество. Но зачем? Сами не знали. Благо на помощь пришел известный базостроитель, Бифала, и сказал: «Строим город». Шансы выжить на поверхности были нулевыми, а общая ферма и углубления в стенах, ставшими комнатами, оказались достойной заменой церкви. Кьюван не спешил разрушать город, надоело ломать и убивать невинных. Понял, что счастье не в этом, и присоединился к веселой компании. Вместе грезили о сложных механизмах, незаконной лабе, ферме жителей и о милых хрюшках. И только Крести из раза в раз нападал с топором, чем развлекал работяг с каменными кирками. Те, кто остался в лавокасте, постоянно устраивали стычки. Никогда не сдавайся, твори чудеса, строй рай тут. После пережитого в катакомбах многие до сих пор передвигались в приседе. Все уяснили правила: не богатей, и тебя не тронут. Поэтому вместо гринда превратили руины лавокастеров в поселение. Отреставрировали церковь. Теперь это место – символ стойкости и непоколебимости перед трудностями. Ее не рушили, иногда только письки строили. Расти Райдер считал место своим, не имея там никакого веса. А вот яму, постоянно подвергающейся нападениям, все же пришлось бросить. Жители переместились на крышу ада, куда с каменным топором не заберешься. Жаль, нет ни воды, ни кроватей. С горем пополам выращивали еду на сухих грядках. Непосильным трудом удалось даже доставить жителя. Жаль, предатель тут же его прикончил. Кроме смерти, тут ничего нет. Тем временем Верхний мир пытались затопить. Вручную. Крести дирижировал процессом, беспечно валяясь на шезлонге. С таким подходом достигли немногого. Затопили треть спавна и присоединились к стремительно развивающейся адской крыше. Она стала магнитом для разочаровавшихся. Здесь забывали о разногласиях и создавали идеальное сообщество. Акванавты рассказали о желании затопить мир Кьювану. Он вдохновился идеей и принес проекту мозгов. Построил механизм, способный погрузить под воду куб за несколько часов. Не всем понравилась идея, но остановить их уже никто не мог. Атлантида. Новички спавнились на лавокастах, в пещерах или деревушке, уцелевшей благодаря потолку. Базы в пещерах стали как никогда актуальны. Но произошедшее не помешало Расти Райдеру наконец объявить о завершении строительства креста. Экстремальные условия только сильнее сплотили игроков в аду, где с великим трудом расплодили жителей. Каждый обзавелся алмазной броней, построили ферму железа, кладбище
и к окончании ивента организовали прощальный концерт, где были все. С окончанием концерта Крести не устоял перед искушением и подорвал сцену. На протяжении ивента он пропагандировал отстраненность от стада, гордился тем, что в одиночестве заливал лавокасты и пытался всем навредить. Пропагандируя независимость, он даже не осознавал, что зависит от общества больше, чем кто-либо другой. Не у всех получилось осознать, что истинное счастье находится в объединении ради достижения великих целей. Но что если бы у игроков была только одна жизнь? Подписывайся на канал, ставь лайк и переходи в Telegram, чтобы не пропустить следующий ивент. А лучше заходи на Бусти за картой Куба и стань подписчиком.